Выжить в жаркой пустыне очень непросто, даже для грызуна. Постоянная нехватка воды и еды заставляет животных преодолевать большие расстояния, а палящее солнце вынуждает либо выработать устойчивость к высоким температурам, либо перейти на ночной образ жизни. Сегодня мы рассмотрим очень необычное и специализированное семейство грызунов, представители которого настолько хорошо приспособились к жизни в пустынях, что даже научились обходиться без воды. Знакомьтесь, тушканчики. В настоящее время известно около 50 видов тушканчиков. Почти все они обитают в засушливых областях, прежде всего в степях и жарких песчаных пустынях. Встретить тушканчиков можно, например, в Северной Африке, Юго-Западной и Центральной Азии. Несколько видов встречается и на территории Северной Америки. Самый мелкий вид, белуджистанский тушканчик, имеет длину тела всего лишь около 4 см, а его масса не превышает 4 грамм, что делает его одним из самых маленьких грызунов в мире. При этом длина тела самого крупного вида, большого тушканчика, достигает 20 см, а масса 400 грамм. Весь внешний вид тушканчика свидетельствует о его приспособленности к жизни в пустыне. Большие уши, помимо того, что улучшают слух, также играют очень важную роль в регуляции температуры тела тушканчика. В них находится большое количество кровеносных сосудов, и проходящая через них кровь быстро охлаждается, снижая температуру тела. Именно уши защищают многие виды тушканчиков от перегрева и позволяют им оставаться активными даже в самую жаркую погоду. Но далеко не все тушканчики могут похвастаться огромными ушами. Впрочем, им это и не особо нужно, так как большая часть видов тушканчиков предпочитает вести ночной образ жизни, а днем отдыхать в норах, которые они обычно выкапывают самостоятельно. Интересно, что некоторые виды тушканчиков способны впадать в спячку при наступлении слишком холодной или слишком жаркой погоды. Также, по сравнению со многими другими грызунами, тушканчики обладают хорошим зрением, что крайне важно для ведения подвижного образа жизни на открытых пространствах. Тушканчики – это одни из немногих млекопитающих, приспособившихся к передвижению на двух ногах. Их передние конечности в процессе эволюции сильно уменьшились и используются в основном для удержания пищи. При этом задние конечности имеют очень большие размеры и по своему строению сильно напоминают задние лапы кенгуру. Передвигаются тушканчики так же, как и кенгуру – прыжками. Такой способ передвижения, помимо того, что позволяет развивать высокую скорость, одновременно является очень выгодным в энергетическом плане, что крайне важно при жизни в пустыне, где пищи очень мало, а для ее поиска приходится преодолевать большие расстояния. Некоторые тушканчики за одну ночь могут преодолевать до 15 километров в поисках еды. Рацион тушканчиков довольно разнообразен. Большинство видов питается пустынной растительностью, семенами и насекомыми, но встречаются и полностью насекомоядные виды. Удивительной особенностью многих видов тушканчиков является полная независимость от чистой воды. Благодаря особенностям физиологии, пищеварительная система тушканчиков способна извлекать всю необходимую для жизни влагу даже из очень сухой пищи, а их почки выделяют очень концентрированную мочу, что сводит потери жидкости к минимуму. У тушканчиков довольно много естественных врагов. В их число входят, например, змеи, совы и лисы, в том числе обитающие в пустынях Северной Африки феники. Но поймать тушканчика очень непросто. Благодаря хорошо развитым органам чувств он может обнаружить опасность даже на большом расстоянии, а скорость его бега может достигать 25 км в час, что
что в сочетании с маленькими размерами и высокой маневренностью делает тушканчика очень трудной добычей. Тушканчики ведут одиночный образ жизни, за исключением сезона размножения, когда они собираются в небольшие группы для спаривания. В выращивании потомства участвует только самка. Детеныши становятся самостоятельными примерно через 2 месяца, а половой зрелости достигают только через год, что очень долго по сравнению с другими грызунами такого же размера. Для сравнения, детеныши домовой мыши готовы к размножению всего через 2 месяца после рождения. Несмотря на свой не очень общительный характер, тушканчики довольно популярны в качестве домашних животных. Для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, им требуется очень много свободного места. Отлично подойдет, например, стальная клетка или террариум с хорошей вентиляцией. В качестве подстилки желательно использовать песок и небольшие камни. Кормить тушканчиков можно различными семенами, овощами и фруктами. Также необходимо регулярно давать им живой корм, например, сверчков или мучных червей. Тушканчики, живущие в дикой природе, мало интересуют человека, так как практически не вредят сельскому хозяйству, и при этом не имеют ни особо ценного меха, ни вкусного мяса. Также люди оказывают мало влияния на их пустынную среду обитания, поэтому численность большинства видов тушканчиков остается очень высокой. Если это видео вам понравилось, не забудьте оценить его и подписаться на канал. На сегодня все. Всем пока.